Привет! Сегодня я расскажу тебе про одни из самых доступных беспроводных наушников на рынке с активным шумоподавлением и режимом прозрачности. Также, помимо всего прочего, к моему великому удивлению, микрофон в этих наушниках меня очень приятно порадовал. Но всему свое время, ведь начну я, как всегда, по порядку. Поставляются наушники в продолговато-прямоугольной картонной коробке, выкрашенной в фирменный ярко-желтый цвет компании Away. Внутри нас встречает классический комплект поставки, кейс с наушниками, зарядный кабель USB-C, комплект сменных амбушюр и краткое руководство пользователя. Зарядный кредл довольно легкий и имеет следующие габаритные размеры. В длину он 61 мм, в ширину 25 и в высоту 46. Вес кейса с наушниками внутри получается 40 грамм, без почти 33. На нижнем торце корпуса расположили все, что только было возможно. Точечный светодиодный статусный индикатор, разъем для зарядки и круглую кнопку активации сброса наушников до заводских настроек. Последняя нажимается мягко, при этом никаких щелчков и других посторонних звуков не издает. Внутри кейса никаких индикаторов нет, петля крышки пластиковая без доводчика. В открытом состоянии не люфтит, а в закрытом фиксируется плотно на магнит. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет всего 320 мАч, что по сегодняшним меркам не так уж и много, особенно учитывая такие габариты. Тем не менее, сборка в целом хорошая, по крайней мере уж точно получше некоторых брендовых конкурентов. Пластик здесь очень похож по качеству на таковой в наушниках Honor Choice Moisen X1. Ну а дизайн самих наушников определенно был позаимствован у яблочных AirPods Pro, разве что с добавлением своих штрихов в виде плоской сенсорной платформы на торцах для управления функциями мультимедиа. Однократный тап отвечает здесь за плей-паузу, а при входящем звонке по данному действию можно ответить на вызов или положить трубку. По двойному касанию наушники умеют переключать треки. На правом наушнике вперед, на левом назад. Тройным тапом по левому можно позвать голосового ассистента, а по тому же действию на правом можно активировать игровой режим, который здесь работает весьма достойно. В моем тесте в PUBG Mobile при активном игровом режиме интервал задержки составил 180-220 миллисекунд. Поиграть при таком значении вполне возможно, и я бы сказал, что делать это в некоторой степени даже комфортно. В YouTube при таких раскладах все стандартно хорошо, звук от видео на слух не отстает, оптимизация хорошая, ролики идут без слышимых задержек. Датчиков автопаузы в наушниках нет, как и нет управления громкостью, хоть в инструкции и заявлено обратное. Якобы делается это по удержанию пальца на сенсоре. Но как бы я ни пытался, прибавить громкость у меня не получилось. А дело все в том, что запаса по громкости как такового тут нет. В большинстве случаев мне в принципе хватало 100% отметки, но иногда в некоторых треках все же хотелось сделать немного громче, но уже было некуда. Здесь упираешься в предел. Процентов 10 этого запаса в плюс точно бы не помешали, тем более если учесть, что звук в наушниках весьма и весьма неплох. А вот на удержание сенсора здесь зашита другая функция. Это переключение между режимами активного шумоподавления и прозрачности. Все этапы озвучиваются женским голосом на английском языке и в целом плюс-минус работают. Понятное дело, с топовыми наушниками по данной части смысла сравнивать я не вижу, особенно шумодав. Он, конечно, что-то в звуке и меняет, но я бы не сказал, что эффект от этого какой-то ощутимый. Что же до режима прозрачности или ambient режима, то он как раз работает очень хорошо. Встроенные микрофоны транслируют звук вокруг довольно громко, и наушники вынимать из ушей действительно необходимости нет. Как я и говорил в самом начале, микрофоны тут реально хороши, но это не все, на что они способны. Сами по себе наушники легкие и сидят в ушах удобно. Дискомфорта при долгом нахождении в них я не испытывал. Звучание здесь мягкое, не напрягающее, а по частотам есть слышимый акцент на басе. Его в принципе будет достаточно многим, но только с учетом максимальной громкости. Средние частоты в угоду такого решения чуть утоплены вниз, ну а верхушки уже дорисовывают финальные штрихи. Они не выносят перепонки своей чрезмерной звонкостью, да и в целом все здесь звучит в меру без перегрузов. Приятное, уютное и главное чистое звучание. Ну а за передачу звука здесь отвечает два аудиокодека на выбор, это AEC и SBC. Время работы наушников от одного заряда может быть здесь и не самое выдающееся, но все же. В моем тесте автономности на 100% громкости они отыграли 3 часа и 21 минуту. И это при том, что у производителя указано размытое значение в 3-4 часа на 50%. Так что по факту они отыграли даже лучше, чем заявлено. Причем в отличие от некоторых своих конкурентов сели оба наушника одновременно. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают микрофоны в этой модели наушников. И если помнишь, в самом начале я уже успел отметить, что они меня приятно удивили. Проверяем работу микрофонов в наушниках Away TA1. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас по традиции открываю окна.
задувает ветер со всех сторон, и вот так отрабатывают шумодавы в этих наушниках, собственно, при таком сценарии использования. Вот таким образом это все работает. Ну и по традиции второй тест с печкой. Сейчас включаю ее на максимум сразу же, она набирает обороты, и буквально через 5 секунд в салоне будет очень много шума, отовсюду выдувает горячий воздух, создается такой искусственный шум. И вот так отрабатывают микрофоны в таком сценарии использования, если ты будешь обогреваться в машине на полную, и с кем-то захочешь поговорить по вот этим вот наушникам. Вот как-то так это все работает. Ну а теперь еще один небольшой тест работы микрофонов уже на улице. Здесь машин мало, практически они не ездят. Но тем не менее можно примерно понять, как они будут работать. Вот сейчас машина проехала. Вот как отрабатывают шумодавы в этих наушниках. Ну вот если ты просто будешь идти по улице и разговаривать по телефону с кем-то. Подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса. За связь отвечает модуль Bluetooth версии 5.0. Для первичного сопряжения необходимо зажать и пару секунд удерживать кнопку активации. Как ты понимаешь, при таком способе подключения по кейсу главного в паре нет. Наушниками можно пользоваться как вместе, так и по отдельности, если один из них останется в кейсе. По стабильности связи за время тестирования, которое вышло в общей сложности порядка 2 недель, нареканий по своему экземпляру я не обнаружил. Наушники прекрасно отработали с моим Poco X3 NFC. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что в целом модель Away TA1 получилась довольно удачной. Если ты не слушаешь музыку на максимуме и тебе нужны недорогие наушники на каждый день с режимом прозрачности и хорошими микрофонами, то вполне возможно рассмотреть их к покупке. Реально таких хороших микрофонов я уже давно не встречал, особенно в данном ценовом сегменте. Away, конечно, меня в этом плане удивили, ведь за плюс-минус $33, даже учитывая слабо работающий режим активного шумоподавления, наушники по удобству и функциональности получились очень годными. Но разумеется, это лишь мое мнение. Окончательный выбор остается, как всегда, только за тобой, и я тебе выдал всю информацию. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.